Вы знаете людей, которые готовы сделать почти все, лишь бы их не разлюбили. Они соглашаются на неудобные просьбы, терпят отношения, которые давно должны были прекратить терпеть. Боятся сказать «нет», чтобы никого не расстроить. Они перечитывают переписки по 10 раз в поисках скрытого смысла, видят точку вместо смайлика и начинают думать, что произошло. Замечают холодный ответ и могут переживать из-за него несколько дней. Они говорят, что хорошо чувствуют людей, замечают малейшие изменения в настроении и отношении. И иногда действительно замечают. Но иногда за этой чувствительностью скрывается постоянный поиск признаков того, что их больше не любят. Самое странное, многие понимают, что ведут себя неразумно. Они могут назвать 10 причин, почему переживать не стоит, а потом найти 20 причин, почему их тревога все-таки оправдана. Со стороны кажется, что они просто слишком чувствительные, слишком тревожные, слишком зависимые от чужого мнения. Иногда слишком навязчивые, слишком приставучие, слишком эмоциональные. Их слишком много рядом, и кажется, что проблема именно в этом. Но проблема совсем не в этом. На самом деле многие из них всю жизнь пытаются решить одну и ту же проблему. Проблему, которая появилась задолго до первых отношений, первой любви или первого отказа. Это проблема отвержения и чувства вселенского одиночества. Если для большинства людей отвержение – это просто неприятное переживание, то для таких людей оно ощущается как настоящая угроза. Словно мир вот-вот рухнет. Чужое недовольство превращается в катастрофу, а малейшее отдаление близкого человека вызывает тревогу, которую сложно объяснить даже самому себе. Чтобы понять, почему так происходит, придется ненадолго заглянуть в психологию. Психолог Джон Боулби, создатель теории привязанности, заметил одну очень важную вещь. Ребенок формирует представление о себе через отношения с родителями. Да-да. Именно поэтому все психологи и психоаналитики мира рано или поздно приводят нас к разговорам о маме и папе. Потому что ребенок узнает, кто он такой, не через слова, нравоучения или подарки. Он узнает это через тысячи маленьких реакций родителей на него. Представьте маленького ребенка, лет 4-5. Он целый час рисовал рисунок. Очень старался. Аккуратно выводил линии, подбирал цвета. Возможно, это лучший рисунок в его жизни. По крайней мере, ему так кажется. И вот он бежит к маме. Для него важно увидеть ее глаза, улыбку, услышать «Ух ты, это ты нарисовал?» Но мама в этот момент смотрит в телефон. Или отвечает на рабочие сообщения, или просто устала. Не поднимая глаз, она бросает «Угу» и продолжает листать экран. А в плохой день может сказать «Не мешай, я занята, потом покажешь». Вроде бы ничего особенного не произошло. Никто не накричал, никто не ударил, никто не сказал ребенку, что он плохой. Со стороны это выглядит как мелочь. Один разговор, один вечер, один эпизод. Но давайте будем честными. У скольких из нас таких эпизодов был не один, не 10, а сотни? Напишите в комментариях, какие ситуации вспомнились вам. Мне правда интересно почитать. Потому что для ребенка это не просто очередной момент в жизни. Для него это информация о том, кто он такой и какое место занимает в этом мире. И согласитесь, довольно обидно оказаться на втором месте после какой-то светящейся прямоугольной штуковины в руках взрослого. Особенно если этот взрослый — весь ваш мир. И если подобные ситуации повторяются снова и снова, ребенок начинает делать выводы. Неосознанно. Если мои чувства никому не интересны, значит, они не важны. Если на меня постоянно не хватает времени, значит, я не так уж важен. Если меня принимают только тогда, когда я удобный, послушный или успешный, значит, любовь нужно заслужить. Чувствуете вот это вот «недостаточно» и «заслужить»? Насколько от 1 до 10 это в вас откликается? Психологи называют это эмоциональным отвержением. И речь далеко не всегда идет о жестоких родителях. Чаще всего это обычные родители со своими проблемами, усталостью, тревогами и заботами. Они могут хорошо кормить ребенка, покупать ему игрушки и искренне желать ему добра. Но при этом не замечать его переживаний, не интересоваться его внутренним миром и не давать того чувства эмоциональной близости, в котором нуждается каждый ребенок. Проходят годы.
Ребенок становится взрослым. Но выводы, которые он сделал о себе когда-то давно, никуда не исчезают. Они просто меняют форму. Теперь это выглядит как страх быть отвергнутым. Если кто-то отвечает сухо, внутри появляется тревога. Если партнер становится немного холоднее, начинается паника. Руки сами тянутся написать сообщение. Потом еще одно. И еще одно. Хочется срочно понять, что произошло, и убедиться, что все в порядке. Со стороны это выглядит странно. Иногда про таких людей говорят: «Сама себе придумала, сама же и обиделась». Но для них происходящее абсолютно реально. Если близкий человек отдаляется, кажется, что отношения вот-вот закончатся. Появляется сильное желание срочно все исправить, извиниться, уступить, сгладить конфликт. Хотя, если задуматься, а что именно исправлять? Человек просто устал, у него плохое настроение, он занят своими делами. Но тревога уже запущена и требует действий. И здесь есть одна вещь, которую многие понимают неправильно. Люди с травмой отвержения на самом деле боятся не одиночества. Самое болезненное для них – не потерять конкретного человека. Они боятся получить подтверждение вывода, который когда-то сделали о себе. Того самого вывода: «Со мной что-то не так. Я недостаточно хороший. Меня невозможно любить просто так». Где-то глубоко внутри эти мысли воспринимаются не как предположение, а как факт. Именно поэтому отказ переживается настолько тяжело, потому что отказ воспринимается не как мнение другого человека, не как несовпадение характеров, не как обычная жизненная ситуация, а как очередное доказательство того, что старый вывод был правильным. Для большинства людей отказ — это неприятно, но вполне переживаемо. Ну, не сложилось, не подошли друг к другу, не получилось. Может быть, грустно, конечно, но жизнь продолжается. У человека с травмой отвержения все работает немного иначе. Головой он может понимать, что дело не обязательно в нем, что люди расстаются, что отношения заканчиваются. Но внутри все равно поднимается очень знакомое чувство: «Ну вот, опять. Я так и знал. Со мной опять что-то не так». А дальше начинается самое интересное. Люди с травмой отвержения обычно выбирают одну из двух стратегий поведения, либо их сочетание. Стратегия первая – стать максимально удобным человеком. Им проще согласиться, чем спорить. Проще уступить, чем рискнуть конфликтом. Они часто заботятся о чувствах других людей больше, чем о своих собственных. Всем готовы помочь и почти не умеют отказывать. Стратегия вторая – стать настолько хорошим, успешным и незаменимым, чтобы у окружающих просто не осталось причин тебя отвергать. Хорошая работа. Достижение. Постоянное развитие. Высокая планка к себе. На первый взгляд эти люди совсем не похожи друг на друга, но обе стратегии нужны для одного и того же. Чтобы ответить на вопрос, что мне нужно сделать, чтобы меня наконец выбрали. И вот что во всей этой истории кажется самым несправедливым. Ребенок, которого когда-то недолюбили, вырастает и всю жизнь пытается доказать, что достоин любви. Одним людям, другим, третьим, начальнику, партнеру, друзьям, да кому угодно. Как будто где-то существует комиссия, которая наконец должна выдать справку: «Поздравляем, теперь вы достаточно хороший человек». Но проблема в том, что такой комиссии не существует, и экзамена тоже нет. Нет такого количества достижений, правильного поведения или заботы о других людях, после которого тревога вдруг скажет: «Ладно, убедил, теперь тебя точно нельзя отвергнуть», потому что она никогда не играла по этим правилам. Именно поэтому люди годами стараются быть удобнее, добрее, полезнее, успешнее. Их страх никуда не девается, потому что он появился не во взрослой жизни, и бороться приходится не с отказом других людей, а с теми выводами, которые когда-то сделал маленький ребенок. Наверное, самая хорошая новость здесь в том, что эти выводы не факты. Это всего лишь выводы. Когда-то давно они помогли ребенку объяснить мир вокруг себя, но это не значит, что они были правдой тогда. И уж точно не значит, что они являются правдой сейчас. Если узнали себя в этом ролике, не спешите ставить на себе диагнозы и записывать себя в безнадежно травмированных. Во-первых, травма отвержения – штука довольно распространенная. Вы сейчас наверняка вспомнили пару знакомых. А если не вспомнили, то, возможно, этим знакомым являетесь вы сами.
Во-вторых, понимание проблемы — это уже половина дела. Гораздо сложнее продолжать жить по старым сценариям, когда ты, наконец, начал их замечать. И исцеление начинается не тогда, когда вы перестаете бояться отвержения. Оно начинается гораздо раньше. В тот момент, когда вы впервые позволяете кому-то быть недовольным вами. Когда перестаете заслуживать любовь и начинаете принимать ее. Когда не бежите за человеком, который решил отдалиться. Когда выбираете себя, даже если кто-то другой этого не одобряет. Потому что постепенно вы начинаете понимать вещь, которую должны были узнать еще много лет назад. Ваша ценность никогда не зависела от того, выбрал вас кто-то или нет. Она была у вас с самого начала. И ни одно отвержение не способно ее отнять. Так что подписывайтесь на канал. Здесь мы будем разбирать детские травмы, странности нашей психики и те выводы, которые мы когда-то сделали о себе и о мире. А главное, будем искать способы жить с этим всем немного спокойнее, счастливее и без необходимости каждую неделю спасать отношения, которые никто, кроме нас, спасать не собирался. До встречи!